Здравствуйте. Мы продолжаем наш дифференциально-психологический блок и переходим сейчас на второй уровень, уровень душевных свойств, и будем обсуждать некоторые проблемы, связанные с характером. И здесь я как раз хотела бы провести некоторый такой водораздел, да, между темпераментом и характером, для того, чтобы мы с вами не перепутывали одно и другое. Значит, если говорить о темпераменте, то основная, так сказать, характеристика, которая берется в расчет при рассмотрении темперамента, это то, что темперамент прежде всего отображает динамические особенности нашей деятельности. То есть вот то, о чем мы говорили на прошедшем уроке, это темп, то есть скорость, да, это активность, работоспособность. Это то, что в первую очередь касается темперамента. Кстати, очень важно, наверное, отметить, что вот при всех тех таких типологиях темперамента, которые еще идут со времен античности, очень важно понимать, что существуют смешанные, так сказать, темпераменты. То есть совершенно не обязательно, чтобы все люди были либо сангвиники, либо холерики, да, либо там флегматики. А здесь вот как раз достаточно широкое поле для смеси. Недаром, в общем-то, само слово «темперамент» по-гречески «красис», оно означает «смесь» или как бы вот некоторое пропорциональное, так сказать, сочетание частей. Да? То есть вот здесь уже заложена идея возможности смешанных форм. Если же говорить о характере, то есть это вот наша сегодняшняя тема, то прежде всего характер, да, связан с тем, как человек себя ведет. То есть характер в основном определяется как такое психологическое свойство человека, которое определяет как бы привычные способы поведения в социальных ситуациях. В отличие от темперамента, который, так сказать, прежде всего отображает динамику, характер прежде всего отображает особенности поведения в социальных ситуациях. И здесь тоже у нас есть античный, так сказать, корень вот этой темы. Да? Это такой мыслитель Теофраст или Феофраст, который написал трактат о характерах, в котором он, в общем-то, представил 31 тип характера. И озаглавил он их как раз таким образом, что наиболее очевидным становится вот это вот привычное поведение в социальных ситуациях. Да? Ну, например, он определяет характер. Там льстец, лжец, трус, храбрец и так далее, и так далее. Да? То есть вот это то, как человек себя ведет в разнообразных ситуациях. И, в общем-то, характерология, она развивается до настоящего времени достаточно активно. И вот здесь мы с вами как раз вплотную подходим к тому, что введение вот этих вот курсов пасторской психиатрии в духовных учебных заведениях, оно, конечно, в очень, так сказать, значительной степени именно связано с характерологией. Именно связано с тем, что психиатры издавна, в общем-то, нащупывали вот эту вот грань между нормой и патологией. И, в общем-то, для них было характерно то, что они пытались понять нормальный характер, то есть индивидуальные особенности человеческого характера при норме, да, вот с точки зрения того, какие бывают особенности характера при различных патологиях, при различных психопатологиях. И здесь мы с вами как раз вот будем сейчас обсуждать вот эту вот концепцию акцентуации характера, которая действительно очень важна в нашем общении, потому что весьма полезно знать, какие выделяются типы, да, как эти типы себя могут вести, ну и, соответственно, как можно наиболее оптимальным образом осуществлять общение с такими людьми. Я бы хотела здесь, как бы, поскольку мы заговорили о психиатрии, да, то хотела бы сказать о чем, да, что вот тот типологический подход к индивидуальным психологическим особенностям человека, о котором мы упоминали, и этот подход, он у нас принадлежит к вот этому уровню предметно-содержательных свойств индивидуальности или к душевным свойствам, да, то есть второй уровень,
Этот типологический подход все-таки преимущественно развивался психиатрами, врачами-психиатрами. Почему? Потому что им очень удобно было строить различные такие вот типологические сетки, выделять какие-то типы для того, чтобы ориентироваться в индивидуальности и своих пациентов психиатрической клиники, и для того, чтобы ориентироваться в особенностях людей, так сказать, вот вокруг, вопрос всегда, у психиатра, это что, это норма или это патология, или это какая-то промежуточная область. Действительно, психиатры сделали очень много для развития вот этого типологического подхода. Если говорить о как раз особенностях характера, о типах характеров, патологических и здоровых, то здесь мы с вами вплотную подходим к проблеме как раз болезни. И мне кажется полезным и важным остановиться вот на таком вопросе. Издавна существует понятие беснования. И существует понятие психического расстройства. И мы с вами знаем, что, скажем, в дореволюционной психиатрической практике были разработаны некоторые, так сказать, ориентиры, и даже своеобразные тесты для того, чтобы определить, что в данном случае происходит. И, в общем-то, наши классики психиатрии, основатели отечественной психиатрии, такие как Сергей Сергеевич Корсаков, такие как Петр Борисович Ганушкин и многие другие, в общем-то, они сталкивались с этими вопросами, с этими проблемами. И, в общем-то, была такая своеобразная координация деятельности церкви и психиатрических клиник, поскольку действительно некоторые виды болезней имеют именно такие какие-то природные корни и являются именно болезнями. А некоторые имеют именно духовную природу, и есть, безусловно, смешанные формы, но иногда мы видим действительно такие полярные проявления. И действительно в дореволюционной России бывали такие случаи, когда старцы отправляли человека в психиатрическую клинику, видя, что это не беснование, а это то, что святой праведный Иоанн Кронштадтский называл психическое заболевание от природы. Он очень хорошо знал, что такое беснование на практике, но он и видел, что существует некоторые заболевания от природы. И наоборот, так сказать, в психиатрической практике бывало такое, что психиатры уже понимали, что это расстройство имеет духовную природу, и, соответственно, могли отправлять человека уже для лечения некоторыми такими церковными средствами, таинствами и различными, так сказать, такими молитвенными практиками. И в настоящее время в современной нашей церковной жизни важно, наверное, мне процитировать некоторые примеры, которые приводит наш очень авторитетный психиатр современный Василий Глебович Ковида, профессор, доктор медицинских наук, психиатр, который как раз и был одним из важнейших, так сказать, инициаторов введения пасторской психиатрии как курса обязательного для священнослужителей. Почему? Потому что, как он отмечает в некоторых своих статьях, к сожалению, бывали случаи, когда священники, особенно не имеющие большого, так сказать, церковного опыта, скажем, людей, которые приходили к ним из психиатрических клиник, имея опыт лечения от психического заболевания и имеющие, так сказать, определенные такие рецепты для принятия психиатрических лекарств, препаратов, священники могли благословить, отказаться от препаратов и лечиться только церковной жизнью, церковными таинствами. И, к сожалению, бывали случаи, когда у человека на фоне отказа от лекарств начинали развиваться такие тяжелые
расстройство, что человек, например, кончал жизнь самоубийством. И понятно, что это огромная трагедия для священника лично, и это огромная, так сказать, трагедия для семьи человека, да, который совершил такой акт. И, в общем-то, вот поскольку такого рода случаи бывали, они не единичные, действительно очень важным оказалось введение вот этой вот пасторской психиатрии в курс обучения будущих священников, для того, чтобы действительно понималась, да, вот эта ситуация, что вот, может быть, кому-то надо, наоборот, вот, рекомендовать обратиться к психиатру. Да, и такой случай как раз Василий Глебович Коляда также сообщает, когда очень как бы благополучная с внешней точки зрения старшеклассница, хорошо учившаяся и так далее, послушная дочь семейства, да, вот на исповеди говорила о том, что ей хочется покончить с собой. И, в общем-то, батюшка очень мудро посоветовал ее родителям обратиться к психиатру. Те были очень удивлены, но оказалось, что это, по-видимому, спасло жизнь этой девушки. То есть вот когда были назначены соответствующие препараты и симптомы депрессии были ослаблены, соответственно, у нее мысли о самоубийстве ушли. То есть вот для того, чтобы вот ориентироваться во всех этих проблемах, безусловно, очень важно понимать вот эти сложнейшие взаимоотношения, да, вот как бы вот какие-то психические расстройства по природе, и зачастую это какие-то наследственные заболевания могут быть, да, нередко, а вот как бы могут быть и такие чисто духовные состояния, да, вот этой одержимости, бесодержимости, которые, в общем-то, требуют огромного духовного опыта от священника, который помогает человеку справиться с тем или иным заболеванием такого рода, да, духовного рода. Так вот, как бы психиатры действительно предложили целый ряд таких вот типологических разработок. На нескольких из них я бы хотела остановиться. И в частности, вот можно по ходу нашего, так сказать, вот этого занятия рекомендовать целую серию книг самого Василия Глебовича Коляды, который вот связан с его преподаванием вот этой пасторской психиатрии. Там действительно очень такие вот развернутые характеристики различных типов характеров, типов личности, патологических и каких-то пограничных, о которых мы сейчас будем говорить. И там он как раз предлагает некоторые стратегии наиболее оптимального поведения в общении с человеком, который представляет тот или иной тип характера, тот или иной тип личности. Вот давайте обратимся к нашей отечественной традиции и упомянем такую замечательную личность, как Петр Борисович Ганушкин. Это один из наших вот отечественных, как бы основателей нашей отечественной психиатрии. И вот интересно то, что Петр Борисович Ганушкин и вобрал в себя традицию отечественной психиатрии, как бы, да, вот идущей от Сергея Сергеевича Корского и других наших классиков, и в то же время он интересовался и мировой психиатрией, и общался и с немецкой психиатрической школой. И, в общем-то, его заслугой было создание так называемой малой психиатрии. И то, что в 20 веке развивалось очень, так сказать, вот, ну, как бы многообразно, да, это то, что связано с пограничной психиатрией, с пониманием вот этих вот пограничных состояний, когда это и не болезнь, и как бы в то же время не норма, да, вот это тоже, так сказать, одна из очень важных заслуг Петра Борисовича Ганушкина. Значит, я имею в виду, что в 20 веке возникает такое понятие, как акцентуация. Вот в психиатрической практике, да, в деятельности врачей-психиатров, как я уже говорила, всегда стоит вопрос, а вот кто передо мной, больной или здоровый, или это какой-то пограничный случай.
И они, в общем-то, вот эти врачи, они имеют тенденцию как бы представлять себе, да, некоторую такую непрерывную линию, некоторый континуум, в котором есть два полюса, вот эта вот норма и патология, болезнь, а есть еще вот эта вот промежуточная такая срединная область, которая в 20 веке, уже в середине 20 века получила название акцентуация. И вот среди акцентуации, вернее, вот идею акцентуации фактически, не называя это таким словом, предложил, в частности, Петр Борисович Ганушкин, когда он говорил о как бы вот этой малой психиатрии, когда речь шла о том, что вот есть некоторые такие промежуточные типы. Здесь, наверное, имеет смысл упомянуть такую классическую фигуру в немецкой психиатрии, как Эрнст Кречмер, который как раз в 20-е годы 20 века вводит такие понятия, как шизоид, циклоид, эпилептоид и так далее. Да? В данном случае речь идет о чем? О том, что есть шизофрения с присущим ей как бы набором, комплексом, так сказать, характеристик, в том числе характерологических. Есть, допустим, циклоидный, вернее, циклический психоз, да, или вот маниакально-депрессивный психоз, и как бы есть присущие этому психозу характеристики, но есть и какие-то вот такие как бы ослабленные формы, которые нельзя причислить к значит, уже болезненным формам, да, к патологии. И вот как раз Кречмер предложил называть такие формы циклоидностью. Да? То есть как бы есть маниакально-депрессивный психоз, есть циклоиды. А есть циклотимики, это еще более ослабленный вариант, еще более близкий к норме. Опять же, Кречмера, да, как бы есть шизофрения, шизофреники, есть шизоиды, так сказать, вот достаточно ярко выраженные, да, представители тех, так сказать, свойств, да, тех характеристик, которые присущи шизофреникам, а есть шизотимики, то есть люди, которые имеют очень мягкие как бы характеристики, ослабленные характеристики уже фактически как некий такой вот простой вариант нормы. Ну и вот как бы есть эпилептики, да, есть эпилептоиды, есть эпилептотимики. Это вот та классификация, которую предложил Эрнст Кречмер. И фактически он уже задал вот эти особенности, связанные с акцентуациями, потому что в настоящее время выделяются акцентуации явные. Это то, что вот на примере шизофреник, шизоид в терминологии Кречмера. А есть акцентуации не явные, а скрытые акцентуации. И это как раз то, что вот на примере вот этой как бы оси шизофрении, да, можно обозначить как шизотимики, шизотимия. То есть как бы совсем ослаблены. Таким образом, вот получается такая классификация. Почему она значима, почему она важна? Потому что в 20 веке было предложено как бы несколько как бы вот таких подходов, типологий и диагностических инструментов, в том числе тестов. И, соответственно, вот когда проводили такие большие исследования, то оказалось, что акцентуированных характеров среди нас где-то от 30 до 50%. То есть это получается каждый третий или каждый второй человек является либо скрытым акцентуантом, либо явным. Да? То есть это означает, что, в общем-то, нередко мы общаемся с такого рода людьми, поэтому, безусловно, представлять себе их особенности очень важно и нужно. И вот, значит, если говорить о критериях выделения акцентуации, то надо обратиться к критериям выделения психопатии, да, то есть, собственно говоря, психиатрического заболевания. Вот, в частности, Петр Борисович Ганушкин заложил основы, так сказать, этого представления, и вот один из его учеников и последователей, Кебриков, он, так сказать, довел эти формулировки уже до такого, так сказать, отточенного состояния, когда они попали во все справочники. Что же такое психопатия? Значит, психопатия или психическое заболевание, психическое расстройство должно отвечать трем основным критериям. Во-первых,
Это критерий так называемой тотальности. То есть те или иные психиатрические нарушения, они как бы имеют тотальный характер и обусловливают практически весь психологический облик человека. Тотальность первый. Да? Второй критерий психиатрической, так сказать, болезни – это устойчивость во времени. То есть при психопатологии, именно при болезни, мы имеем достаточно четко выраженную, так сказать, устойчивость во времени той симптоматики, которая имеет место при этом заболевании. И третий критерий – это то, что вот все эти особенности, присущие той или иной психопатии, они, в общем-то, выражены до такой степени, что нарушают социальную адаптацию человека. То есть если человек находится в острой, так сказать, стадии, да, в острой фазе своего какого-то, да, психотического нарушения, своего психопатического нарушения, то, в общем-то, он может быть либо опасен для окружающих, либо опасен для самого себя. Например, если у него бредовое расстройство, и он видит какого-то преследователя, да, в соседе по, там, не знаю, вагону метро, да, то он как раз вот может просто на него напасть и причинить ему существенный вред. Вот. Если говорить о критериях акцентуации, то там рассматриваются все те же три критерия, о которых мы только что говорили, то есть тотальность, постоянство во времени и нарушение социальной адаптации, но все три критерия рассматриваются как не ярко выраженные. То есть значит, при акцентуации мы имеем вот не ярко выраженную симптоматику, не определяющую тотальным образом весь психологический склад человека. Эти симптомы, которые могут проявляться, они не постоянны во времени, то есть могут быть достаточно такие длительные периоды, когда их почти не видно. И третье – это вот то, что они могут нарушать социальную адаптацию, но в каких-то очень стрессовых, тяжелых ситуациях, но, так сказать, вот на постоянной основе они социальную адаптацию не нарушают. Значит, вот это вот те три критерия, которые используются, да, при выделении акцентуации, в отличие от психопатии и в отличие от нормы. Если говорить о происхождении акцентуации, да, то вот здесь как раз мы с вами должны вспомнить модель, о которой мы говорили, да, модель конвергенции двух факторов, как раз вот этой наследственной одаренности или наследственной отягощенности вот в данном случае, да, и средового опыта. И как раз уже Петр Борисович Ганушкин наметил вот эту концепцию, так сказать, разработал ее до окончательного такого варианта его, так сказать, ученик и последователь Андрей Евгеньевич Личко. Вот здесь речь идет о том, что у каждой акцентуации есть некоторая конституциональная предрасположенность, то есть это то, что касается вот этой вот наследственной отягощенности в данном случае, да, наследственного фактора. И в то же время есть определенные условия среды, которые могут смягчать вот, проявление акцентуации, а могут, наоборот, усугублять проявление этой акцентуации. И, соответственно, вот в этом случае мы с вами видим, что результаты развития человеческой индивидуальности в рамках той или иной акцентуации, они могут быть очень многообразны. И именно в связи с этим очень важно представлять себе вот различные типы акцентуации для того, чтобы, может быть, уже в какой-то, так сказать, ситуации воспитания в семье, да, можно было подметить какие-то уже признаки, вот, которые предсказывают возможный вариант развития по акцентуированному типу, и уже, так сказать, с детства начинать как-то вот облегчать вот это развитие, да, вести его в сторону, по крайней мере, скрытой акцентуации для того, чтобы действительно не было каких-то серьезных проблем в, так сказать, жизни данного человека, когда он повзрослеет. Также, так сказать, безусловно, это важно
для, скажем, преподавателей воскресных школ, для церковных работников, которые общаются с представителями разных психологических типов. И, соответственно, вот здесь можно уже как бы набирать определенный опыт, определенное наблюдение, да, и вырабатывать свою стратегию оптимального общения с представителями, скажем, вот тех или иных видов акцентуации. Как я уже сказала, Петр Борисович Ганушкин разработал концепцию малой психиатрии. И надо сказать, что эта концепция использовалась в советской и российской психиатрии вплоть до 1997 года, когда был совершен переход на международный классификатор болезней. И, в общем-то, вот то, что предложил Ганушкин, и то, что продолжили уже, так сказать, его последователи, в частности, Андрей Евгеньевич Личко, это выделение определенных типов. То есть кроме тех, которые были выделены еще Кречмером, да, это вот эти вот циклоиды, шизоиды, да, эпилептоиды и так далее, Ганушкин предложил достаточно уже разветвленную классификацию. Туда входили циклоиды, астеники, неустойчивые, антисоциальные, конституционально глупые, и также некоторые дополнительные, так сказать, подтипы, которые у него были названы: депрессивные, возбудимые, эмоционально лобильные, неврастенники, психостеники, мечтатели, фанатики, патологические лгуны. Вот это как бы тот вклад, который Петр Борисович Ганушкин, так сказать, внес в развитие психиатрии. И, в общем-то, его последователи, они развивали основные его идеи, вот, связанные с малой психиатрией, связанные с акцентуациями. И мы с вами остановимся далее на вот как раз той классификации, которая сейчас уже является, в общем-то, классической и принадлежит Андрею Евгеньевичу Личко. Чтобы дать некоторую такую характеристику Петра Борисовича Ганушкина, я бы хотела остановиться на таком воспоминании одного из его студентов. Петр Борисович Ганушкин умер в 1933 году, и у него, так сказать, уже после революции, значит, были студенты, которые оставили воспоминания. В частности, вот воспоминание такое. Ганушкин вел в обстановке аудитории интимные и проникновенные беседы с сумасшедшими. Он умел показать особенности их болезни столь ярко, что потом, шагая по улице, мы выискивали у самих себя соответствующие признаки и невольно начинали считать фонари или окна домов, или предаваться навязчивым мыслям. Мы находили в каждом из нас черты психиатрических типов или конституций. То есть вот здесь, мне кажется, очень хорошая такая характеристика, которая показывает именно вот и дух отечественной психиатрии, когда именно вот в диалоге с пациентом выявляются вот какие-то особенности человека, и когда, в общем-то, поддерживается та традиция, которая идет еще от Корсакова, уважительного отношения к человеку больному, да, и, в общем-то, вот действительно показано то, как вот представитель вот этой вот еще дореволюционной психиатрической школы Петр Борисович Ганушкин умел вот установить контакт, установить диалог с человеком больным, и, в общем-то, действительно оказывать психологическую помощь, психиатрическую помощь в процессе лечения различных заболеваний. На этом мы с вами сегодняшний урок заканчиваем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.